Приветствую, друзья! Как все мы прекрасно знаем, не сивга единой полнится мир серьезных полноразмерных наушников за адекватную цену. Так что сегодня нам предстоит познакомиться с открытой, правда на этот раз пластиковой моделью Barocco от компании Harmonic Dyne. Внутри у нее солидные 60-миллиметровые динамики с керамико-металлической диафрагмой, богатая комплектация и протеиновая кожа на амбушюрах и оголовье. Потрясающая по звуку модель, о ней сегодня и поговорим. Собственно, поехали. Пришли наушники в просто огромной коробке со списком из технических характеристик и перечнем того, что можно найти внутри. Из интересного там бархатный мешочек, инструкция, переходник 6,35 на 3,5 мм и два внушительного вида кабеля со штекерами на 3,5 и 4,4 мм джек. Тут прямо восторг, поскольку могли просто вложить переходник, как это делает сивга, но не поскупились на полноценный достойного уровня кабель. Для соединения с чашечками используются два коннектора по 3,5 мм, так что подобрать им замену проще простого. По сопротивлению это золотой стандарт на 14 сотых Ома. Чашечки сделаны из качественного, но, как говорится, бездушного пластика с задней стенкой из перфорированного металла, матовой под капельки текстурой, двумя 3,5 миллиметровыми входами и дизайнерским таким ходом в виде небольшого смещения против часовой стрелки. Амбушюры приятные, с внешней стороны из протеиновой кожи, внутри же мягкая ткань. Ну и степеней свободы у чашечек две, примерно на 15 и 30 градусов. Да, задаток совсем небольшой, но в принципе его хватает. Все поворотные механизмы, кстати, исключительно из металла, как и внешняя часть оголовья. Ухо внутри умещается полностью, не потеет, да и на голову какой-то особой нагрузки в виде веса или давления я не ощутил. Смотрится это богато, пользоваться удобно, но из-за того, что там динамик, а не планар, есть некоторое ощущение изоляции. То есть я бы их назвал не открытыми, а полуоткрытыми, что, к слову, даже лучше в плане низких частот. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас стандартный по скорости затухания импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 3,3%, что чуть превышает норму. Но это, друзья, только на левом канале. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете рассмотреть на приведенных мною графиках. По АЧХ же мы имеем абсолютно ровный низ, небольшую яму на 1,5 кГц и столь же ровную верхнюю часть диапазона с ослаблением после 14 кГц. Как видите, это очень напоминает Sandy Audio Aiwa 2. То есть все просто потрясающе. Плюс, в отличие от этих Aiwa 2, героям обзора не страшны даже предельные значения вашего усилителя. На слух меня удивило, что динамический драйвер в Barocco звучит на том же самом уровне, что и серьезный планарный излучатель во флагманских Sandy Audio Aiwa 2. Да, чуток построже, нейтральнее, немного грубее, но все-таки довольно близко. Причем как по текстурам и контролю, так и по целостности, масштабу и общему драйву. Sandy Audio, на мой взгляд, скорее более утонченные и воздушные, в то время как у героев обзора звук телесный, собранный
и максимально честный, как на какой-нибудь студийной или концертной аппаратуре. Ну и у Айва 2 все-таки есть легкая теплота и аналоговая окрашенность, тогда как в барокко повыше четкость, лучше удар, вообще нет никаких аудиальных изысков и строго очерчена сцена, чего почти не ощущается у Sandy Audio. Если же говорить о критике, то, сосредоточившись, можно услышать легкий туман из отражений внутри чашечек, особенно если у вас есть опыт с внутриканальными наушниками. Для кого-то это будет плюс, поскольку добавляет звук массивности и объем, ну а для кого-то минус, так как это скрадывает разрешение и затеняет прозрачность. Но это уже совсем эзотерика для привередливых гурманов из мира аудиофилии. В остальном все очень чисто, масштабно, глубоко, довольно выразительно и до дотошности подробно. Особой заглушенности у них нет, как и сколь-либо акцентированных высоких частот. Сибилянты никак себя не выдают, нет аномальной агрессии, зажатости или эффекта бочки. Впрочем, понравившееся мне в Айва 2 ощущение реальной акустической системы в них не особо выражено. И это несмотря на то, что конструкция открытая и звук прекрасно слышен как вам, так и окружающим вас людям. Но, будем честны, изнутри это создает эффект полностью изолированной конструкции. Тут будьте внимательны. Ну а скрупулезность в прорисовке текстур и вовлечение в материал здесь на одном уровне с топовыми планарными наушниками от именитых брендов. В этом Harmonic Doink, конечно, большие молодцы. Поначалу мне даже не верилось, что это динамик, а не планарный излучатель. Все настолько хорошо согласовано, акустически ровно и во всех смыслах натурально. И это без сухости, эмоциональной сдержанности или оттенения одной части диапазона другой. Бас прекрасно сочетается со средними частотами, а они, в свою очередь, естественно, переходят в верха, которые, с одной стороны, создают вполне ощутимое по всем характеристикам пространство, а с другой, сами же его немного расширяют, привнося туда воздух, протяженность и аналогичную средним частотам весомость. Это реально очень крутой звук, безо всяких сносок и даже мельчайших оговорок. Относительно же понимания сцены, она интимно так выдвигается в сторону слушателя, более собрана и с лучше выраженным позиционированием инструментов в пространстве. То есть для игр и околостудийного мониторинга герои обзора подходят даже лучше, чем Sandy Audio. А вообще говоря, здесь есть и голографичность, и эшелонирование, и тот самый эффект вовлечения во все происходящее. Звук, хотя и не имеет свойственной Айва 2 бархатистости, да и не особо смягчен, но предельно живой и до мониторности чистый. А значит, слушать на них можно как рок или другую требовательную к высокой разборчивости музыку, так и что-то академическое, джазовое, вокальное или текстурно ориентированное. Немного смущает лишь их чувствительность. Они почти так же требовательны, как большинство планарных решений. Вокал идеально артикулированный, сочный и очень мелодичный. Макрочасть достойно сбалансирована многочисленными микроэлементами. Есть четкость, объем, певучесть, достойный уважения напор и просто, друзья, феерия эмоций. Да, по уровню погружения они все-таки уступают Айва 2, зато дают куда более четкую, реалистичную картинку. По экспрессии же, комфорту и контролю они почти один в один. Атмосфера у нас ближе к студийной, со свойственной ей строгостью, собранностью и максимальной натуральностью.
И итогом наушники Barocco от компании Harmonic Dyn солидно выглядят, пусть они из бездушного пластика и с ненатуральной кожей, зато все важные элементы тут сделаны из металла, два просто потрясающих кабеля в комплекте, нормальный уровень искажений, терпимость к каким-то предельным значениям громкости и относительно ровная настройка АЧХ. Звучит модель чисто, масштабно, невероятно подробно и супер разборчиво, с довольно редким, как для открытых наушников, ощущением изолированности и четких границ у виртуальной сцены. Характер у Barocco собранный, прекрасный баланс частот, экспрессия, массивность, глубина и есть то самое чувство вовлечения во все происходящее. Да, они не дают аналоговую мягкость и не столь утончены по текстурам, как планарные Aiwa 2, зато в студийном смысле натуральные, живые и запредельно честные. Просто шикарные наушники, добавить тут нечего. Их можно взять, например, вторыми к планарным Sandy Audio Aiwa 2 или же полностью заменить ими весь свой парк полноразмерных наушников. Реально, друзья, это просто топ. А у меня на этом все. Это была модель Harmonic Dyn Barocco. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме, на которые обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра!